Всем привет, друзья! Вы на канале Вера в Кураж. Я сегодня поднимаю для себя достаточно тяжелую тему. Это ненависть к собственному голосу. Когда только начинала петь, я думала, что я вот одна такая ужасная, самая худшая, невероятно. Да? Ой, какой кошмар. Что у меня самый мерзкий, отвратительный голос на этом свете. Никто никогда в здравом уме не захочет добровольно это слушать. Но в ходе своей педагогической практики я столкнулась с такими же проблемами у своих учеников. Я уже как преподаватель, естественно, должна была помочь справиться своим ученикам с подобными чувствами. И у меня есть некоторые способы, как можно, в принципе, с этим справляться, и почему вообще такие мысли, такое состояние возникает. У меня ненависть к своему голосу возникла практически сразу же, как я начала пробовать петь серьезно, не дома, не в любительском каком-то кружке, а вот именно поставила себе цель научиться петь. Пришла на первые уроки по вокалу, и несмотря на то, что мне невероятно нравилось петь, сам процесс вокала ощущался как волшебство, на которое способен как будто бы только ты. Постепенно, когда я начала записывать себя на телефон и пересматривать то, как я пою, моя самооценка рухнула. Естественно, я начала себя сравнивать с оригинальным исполнением песни, с тем, как поют мои любимые вокалисты, как они делают это уверенно, легко, потрясающе плотно влетают в высокие ноты. Естественно, у меня этого всего в начале моего пути не получалось, поэтому я продолжала петь и заниматься вокалом, в общем-то, через силу. Я себя заставляла, потому что надеялась, что однажды это прекратится, и это прекратилось. У своих учеников я как будто бы наблюдаю немножко другую динамику. По крайней мере, это те чувства, в которых они мне признаются. Многие люди приходят изначально просто попробовать петь для себя. Они не собираются становиться какими-то невероятными исполнителями, вокалистами, выходить на большую сцену. Им просто нравится сам процесс, поэтому они пробуют петь. Но как раз через 2-3 месяца начинается какой-то процесс очень сильных страданий, отторжения, сопротивления. Это ощущается на педагогическом уровне, когда ты говоришь ученику сделать то или иное действие, а он просто в упор сопротивляется и не делает. Это интересная динамика, потому что отслеживать ее очень важно. Ты начинаешь понимать, что работа дальше не пойдет адекватно. Как действую я в такой ситуации? Как минимум, я стараюсь наладить контакт с учеником. Нужно объяснить ему, что это, во-первых, период проходящий, и напротив, даже подобное возникновение неприятия собственного голоса и каких-то его оттенков, да, может быть, неправильное исполнение каких-то технических приемов, может говорить не о том, что ученик плохо старается или у него мерзкий голос. Это говорит об изменении самого процесса анализа. Правда. Очень большое количество людей, когда только начинают петь, себя не слышат. Даже если врубить в колонки, дать им микрофон, они все равно еще не успевают проанализировать собственный голос в моменте. И я бы сказала, что вот от 2 месяцев до полугода, такой у меня разброс достаточно большой по времени, зависит от продуктивности ученика, начинает появляться как раз первая вокальная образованность, ученик начинает вслушиваться в собственный голос, анализировать в моменте, естественно, ему что-то может не нравиться, потому что где вы встречали человека, которому на 100% все нравится. Естественно, он зажимается, это приводит к еще большим комплексам и ненависти к собственному голосу. В таком случае очень важно поддержать и похвалить ученика, ведь это значит, что он научился слушать самого себя, а значит, серьезно продвинулся вперед. Я, в принципе, считаю, что каждый исполнитель должен быть в какой-то мере педагогом для самого себя, потому что очень важно, знаете, знать свой аттракт по EVT — это изначальное положение твоего голосового аппарата, которое дано условно тебе привычками и природой. Очень важно знать эти привычки, от этого ты можешь отталкиваться, можешь понимать, что у тебя получается лучше, а что хуже. У всех людей эти паттерны абсолютно разные. Но тем не менее, когда через тебя проходит много учеников, они начинают повторяться, ты уже учишься с этим системно работать, и это сложностей не вызывает. Главное, что нужно объяснить ученику, это то,
то, что его состояние абсолютно нормально, и не нужно сопротивляться анализу самого себя. Во многом это очень тяжело, особенно когда я прошу своих учеников записывать себя на видео и присылать к нам в чат для того, чтобы отслеживать путь, результат и прогресс. Для многих это становится настоящим испытанием, и кто-то начинает увиливать от этой части домашнего задания. И даем спуску, напоминаем о том, что вокальный прогресс не всегда линеен. Твои голосовые умения — это спираль, они крайне нелинейны. Где-то на каком-то приеме ты поднимаешься выше, где-то на каком-то приеме ты проседаешь. И везде будет вот эта спираль. Главное, не аниме-спираль, хорошо? Какие же есть способы справляться с подобным негативным состоянием, как постепенно от него уходить? Если говорить обо мне, то у меня был один способ. Я просто продолжала работать. В принципе, в развитии любого навыка происходит какой-то такой момент, когда ты думаешь, что ты остановился, и прогресс дальше идет крайне медленно. Это вот как романтические отношения. У вас спадает флёр, бабочки из живота улетают, и все. Вам кажется, что жизнь теперь тлен. Кто-то проходит эти периоды, работает дальше и достигает больших вокальных успехов за счет того, что научился самого себя анализировать. Кто-то срывается, говорит о том, что он безнадежен, у него ничего не получится, и уходит из вокала. После того, как я отзанималась с репетиторами и в вокальной студии на полгода, я полностью прекратила петь как-либо. Но потом я поняла, что я не могу жить без этого больше, что жизнь мне не мила. Даже пусть у меня будут эти страдания, эта ненависть к собственному голосу. Мне так нравится сам процесс вокала, что я просто не могу без этого жить. И удивительно, когда я перевелась внутри института на музыкального педагога, никто не подходил ко мне, не смотрел в глаза и не говорил: у тебя такой мерзкий голос. Все меня очень поддерживали. Наверное, мне очень повезло с коллективом. У меня просто невероятные одногруппники, которые мне помогали со всем. Они объясняли мне, как что работает, помогали наверстать академическую разницу. Это просто невероятный период, когда я вдруг поняла, что от того, что я совершаю ошибки и некрасиво пою, мир не рушится. Вот убираем вот этот эгоцентризм подальше в шкаф. Потому что на самом деле всем все равно на ваши ошибки. Разумеется, ваши близкие в той или иной степени вас поддержат или не поддержат, но по факту, будете вы петь или нет, лишь ваше решение. Выступление на сцене. Это самая сложная для меня часть, которая до сих пор для меня остается крайне волнительной. На сцене мы ведем себя не так, как на уроке, и точно уж не так, как мы поем дома. Первые выходы на сцену, в принципе, по эмоциям похожи на расстрел. Когда ты поешь на сцене один, ты действительно находишься в центре не мира, но зала, на тебя все смотрят, и тебе крайне тяжело. Не странно, как раз здесь показать на максимум свой эгоцентризм, именно здесь, где нужно показать максимум своей уверенности и вовлеченности в песню, в аудиторию, все сбрасывается до базовых настроек. Большая часть зала понятия не имеет, как должно выглядеть ваше выступление. И уж тем более они не знают, как эта песня будет выглядеть в вашем исполнении. Ваша техника может быть ужасной, вы можете не справиться ни с одной нотой, вы можете запаниковать и заплакать. Это все бывает. На самом деле очень важно, кто в этот момент с вами окажется рядом, потому что если после какого-то ужасного события вы еще от педагога и друзей получаете нагоняй, такое действительно тяжело выдержать психологически. Ну и, конечно, самое лучшее средство к тому, чтобы прекратить ненависть к своему голосу, это больше его слушать. Именно в этом плане идет больше всего сопротивления, я понимаю. Но суть в том, что на пороге 2 месяцев, полугода ваш голос проходит активную стадию постановки. Он еще сам не знает, каким будет, когда поставится. Мы не должны, глядя на зеленый росток, говорить ему: ты никогда не станешь деревом. Вот у кого-то на сцене получается быть деревом всегда. Записывайте себя на уроках вокала, слушайте. Поверьте, нет ничего лучше момента, когда вы ненавидели свой голос месяцами, и вдруг в процессе пения вас перекоротило, и вам вдруг понравилось. У меня такое случилось в процессе ансамбля, когда я просто пела песню, которую уже ненавидела, но мне понравилась одна нота.
то, как она звучит. Мне показалось в тот момент, что я просто соединилась с этим миром максимально какими-то нейронными связями ради того, чтобы прожить такой сильный момент. Хотя бы раз стоит прожить жизнь. Ну, а я не хочу проживать такой момент только один раз, поэтому я продолжаю заниматься. Слушайте себя, обращайтесь за помощью, делитесь своими мыслями и будьте открыты к другим вокалистам. У всех есть свои сомнения и переживания. Пожалуйста, помните о том, что никто ничего не делает идеально с первого раза. Ну а я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на канал, поддерживайте меня лайком и комментарием. И всех благ!